Ретро-шутеры — это, как и многое другое в пацанской видеоигровой движухе, тема волнующая и спорная. Каждый день мы рискуем зайти не в ту дверь, сесть не за тем столом и обнаружить себя между двух огней. А что касается других бумер-шутеров, в которые почему-то Миша играет с огромным восторгом, и к которым я большей частью отношусь с большим презрением, потому что люди просто делают тупорылые шутаны с убогой графикой, Миша такой: о да, именно так было в 90-х, ни хрена подобного. Но волна ретро-шутеров нашла своих игроков и уже который год зажигает на этом празднике жизни. И в этом несомненно полно плюсов. Так, например, образовав свой популярный поджанр, инди-проекты теперь могут привязываться к малобюджетному, но выдержанному олдскульному стилю и быть уверенными, что вне зависимости от степени экзотичности механик игры, проект с большей вероятностью дойдет до игроков при наличии первого лица и пикселей. Но давайте ближе к сути, все-таки все тут деловые люди, что за кипиш, чего тут собрались. Чекнул я, значит, как-то календарь апрельских релизов, и мой глаз упал на некую Phantom Fury от незнакомых мне Slipgate Ironworks. Отправился навести справки, и ремейк Duke Nukem отложили, но начали делать нового Дюка. Но потом Gearbox подала в суд по авторским правам, сбор средств на шутер-платформер Red Rogers и последующая продажа прав THQ Nordic, смена названия студии на название несуществующей компании, которой управлял Ромеро. Что? Спойлер, на большинство из этих тем я не нашел достаточного количества материала, чтобы их обсудить, но само погружение в историческую сводку Slipgate приоткрыло для меня маленькую дверцу в мир судьбоносных событий, плодами которых мы наслаждаемся сегодня. Как разработчики Duke Nukem всеми правдами и неправдами пытались создать новую часть серии в обход юридических соглашений после продажи прав Gearbox. Как 3D Realms, сердце классических шутеров, продолжает биться и не изменять себе по сей день после множества видеоигровых и рыночных революций. И самое главное, как один поклонник Duke Nukem 3D и всей 3D Realms на безудержной энергии фанатизма в одночасье стал вице-президентом своей любимой компании и крестным отцом всего пласта ретро-шутанов. Все переплетено. Если пройтись по верхам предыстории, то все началось с Wolfenstein 3D в 1992 году. Игра была разработана в ID Software, локомотивами проекта были знакомые всем нам Carmack и Romero. Carmack написал 3D-движок, а Romero вкинул идею сделать из стелс-шутера Castle Wolfenstein динамичный экшен-шутер. Одним из основных издателей была Apogee Software, которой руководил Скотт Миллер. В свое время Миллер активно проталкивал созданную им shareware модель распространения игр, которую назвал модель апогея. Суть заключалась в том, чтобы разбить игру на части или набор уровней. Первую малую часть распространять бесплатно, а остальные игроки могли приобрести напрямую у разработчика или через партнеров. Именно благодаря Скотту Миллеру, его вере и упрямству новоиспеченная студия ID Software в 1990-м смогла успешно продать серию своих игр Commander Keen и стать полностью независимой. В ретроспективе можно смело сказать, что Wolfenstein 3D стала пробой пера, ведь спустя 12 месяцев плотного ворка в 1993-м происходит взрыв сверхновой. Doom. Игра бесповоротно определила основу всего жанра. Несколько миллионов проданных копий и купленная Кармаком Феррари красочно всем дали понять, чего жаждут игроки, а значит и какой курс развития должны взять все девелоперы экшен-игр. В 1994 году Apogee Software создает отдельные бренды под каждый вид выпускаемых ими игр. И тут как раз и рождается 3D Realms, как подбренд Apogee для всех 3D игр издателя. А уже в 1996 году происходит еще один взрыв. Может быть, для всего мира и индустрии вовсе не ярче и не сокрушительнее, чем Doom, но для будущего крестного отца и всей его команды единомышленников однозначно ярче, свирепее и судьбоноснее. Duke Nukem 3D. 3,5 миллионов копий, положительные рецензии, неординарные виды оружия, контент сексуального характера, плавность игрового процесса, продолжительная одиночная кампания, соревновательный мультиплеер, редактор уровней. Игра вобрала в себя весь тестостерон новообразовавшейся 3D Realms и была неостановима. В Duke Nukem 3D есть все, чего нет в Doom, но он также не упускает из виду то, что сделало Doom классикой.
Duke Nukem 3D стал тем проектом, который навсегда перевел компанию Скотта Миллера из ранга подпивасной гаражной конторы в ранг успешного механизма игровой индустрии. На волне оглушительного успеха Миллер пересматривает брендинг-стратегию в избежание путаницы и переименовывает материнскую Apogee Software в 3D Realms, тем самым ознаменовав новый вектор приоритетов компании как студии и издателя. Представьте, что вам 5 лет, и у вас есть любимая игра Part 2 и любимая игра Part 1 Remake. И вскоре, когда вы наконец вырастаете из клетки в существо, вы узнаете, что все эти игры были сотканы руками одной компашки братанов. И с того момента судьбоносного просветления ты понимаешь, что люди, создавшие твои любимые игры, уже стали частью тебя самого. Ты чувствуешь единение и рвение. Приходя домой, ты только и занят тем, что модишь для любимой игры Part 1 Remake новую систему подгрузки шейдеров и новые левелы. А вскоре за завтраком ты закидываешься ложкой манной каши, моргаешь, и вот тебе уже 25, и ты врываешься в мир с заявлением, что сделаешь со своей командой любимую игру Part 1 Remake Reloaded. На этом месте оказался и Фредерик Шрайбер в 2010-м. Неистовый датский фанат Duke Nukem 3D с командой единомышленников назвали себя Interceptor Entertainment и уже вовсю работали над ремейком игры в Unreal Engine 3. Опубликовав первые скриншоты на форуме Gearbox, Шрайбера захлестнула восторженная реакция игроков. И не на одном этом форуме. Новость разошлась по многим другим тематическим сайтам, что сподвигло команду к более решительному шагу. Шрайбер связался с основателями 3D Realms и ведущими разработчиками Duke Nukem, уже знакомым нам Скоттом Миллером и его партнером Джорджем Бруссардом. Предположительно, это было их первым знакомством, что сыграет роль в ближайшем будущем, но сейчас фаундеры перенаправляют Шрайбера в Gearbox, которые на момент 2010 года уже выкупили права на Дюка, и более того, неделю назад, 3 сентября 2010 года, Gearbox получила все права на разработку новой игры серии после того, как та на протяжении 13 лет замораживалась и размораживалась 3D Realms по финансовым и творческим причинам, а потом и вовсе игра стала предметом судебного разбирательства с издателем Take-Two Interactive из-за нарушения договора в части срыва оговоренных сроков разработки. Этой игрой была Duke Nukem Forever. Gearbox дала добро Шрайберу и его команде на условиях некоммерческой лицензии, и, как говорил сам Фредерик, в первое время его это более чем устраивало. Мы тогда получили лицензию от Gearbox, в которой по сути говорится: мы одобряем создание этой игры, но вы, ребята, никогда не сможете ее продавать. Нас это вполне устроило, потому что это был фанатский проект, который делался фанатами для фанатов. На тот момент все думали, что Duke Nukem Forever будет бенгером. 14 лет разработки, возрождение великой серии, а про нас считали иначе. Ну, пусть ребята делают свой небольшой ремейк оригинального Duke Nukem на третьем Unreal, поглядим, что выйдет. Через 6 месяцев Фредерик Шрайбер тратит все свои деньги на дорогу до офиса Gearbox, чтобы лично продемонстрировать уже проделанную работу и попытаться сдвинуть проект с фанатских рельс на лицензированный продукт, который сможет продаваться в том же Steam. Ну и вот, прихожу я в офис и первым делом встречаю разработчиков Duke Nukem Forever. Узнаю, что парни разрабатывают игру на первом Unreal. Естественно, я сразу понял наше преимущество и показал им Reloaded. Посыпалась куча вопросов в духе: а как сделали это, а как то? В общем, все разработчики были предельно заинтересованы, в том числе Рэнди. Но я сразу понял, что тут пахнет чем-то неладным. И так оно и оказалось. Мне вообще не сказали ничего, кроме «спасибо, что пришли» и показали демку. Классный билд. Тогда я вернулся домой и написал им длинное письмо в духе: «Эй, ребята, а что вообще происходит? Мы можем запостить какие-нибудь материалы из технодемки, скриншоты там, запись геймплея? Можем ли мы просто что-то сделать?» Тогда они ответили, что не разрешают нам делать ничего до выхода Duke Nukem Forever. И тут Interceptor поняли, что попали в рабство неопределенности и кромешной беспомощности, поэтому самостоятельно остановили работу над ремейком Дюка. Фредерик погрузился в глубокую депрессию, но судьба благоволит Шрайберу, и потому он обнаруживает на своей почте электронное письмо от группы бывших разработчиков 3D Realms. Они видели скриншоты Duke Nukem 3D Reloaded и потому предложили его команде сделать ремейк Shadow Warrior или Rise of the Triad.
Шрайбер, как мне кажется, вообще не задумываясь, хватает права на Rise of the Triad, потому что та в свое время должна была стать Wolfenstein 2, но показалась всем неконкурентно способной после выхода Doom и стала самостоятельным IP, то есть новой интеллектуальной собственностью. Однако команда энтузиастов Interceptor, которая была разбросана по всему миру, сформировалась, чтобы делать Дюка, а не какую-то там триаду, и потому большинство людей разбежалось. Оставшись в составе 8 человек, судьба снова целовала Шрайбера в датскую попу. Ему позвонил парень, предположительно фанат Duke Nukem Reloaded, и предложил себя в качестве инвестора их нового проекта. Договоренность была на оплату 9 месяцев работы, и из-за этого побитая жизнью, но любимая богом Interceptor кранчила с самого первого дня. Им все равно приходилось обращаться за помощью к своим ушедшим из проекта коллегам, и большая часть не отказывала. Но, несмотря на все старания, 9 месяцев было преступно мало, чтобы воплотить в жизнь крутой 3D-шутер, который оказался бы достоин наследия священной 3D Realms. Поэтому Шрайбер связывается с инвестором и готов отменить их сделку, вернуть деньги, но инвестор дает еще денег, Шрайбер и команда работают над триадой еще 9 месяцев, и вот тогда наступает триумф. Премьера трейлера Rise of the Triad на QuakeCon 2012. No, don't shoot. That's more like it, huh? All right, well, this couldn't be possible without two guys and two companies. Right here, we got Terry Nagy, head of Apogee Software, and we've got Fred Schreiber, all the way from Denmark, CEO of Interceptor Entertainment. They want to say a few things about being here at QuakeCon 2012. Ставь лайк, если скучаешь по этому старому миру, но это ничего не изменит. Что дальше? Rise of the Triad вышел в 2013 году, и продажи неизвестны, общий дизайн в странной конфронтации грязного реализма и аркадных элементов, а отзывы смешанные. С одной стороны утверждали, что дизайн игры верен оригиналу, и потому это подарок всем фанатам ретро. А с другой стороны, это и не всегда идет игре на пользу, отдавая смердящим запашком устаревшего мышления. То есть Interceptor пошла по самому простому, хотя и на первый взгляд праведному пути. Никаких компромиссов даже перед лицом апокалипсиса. Но на деле же, как и сам Шрайбер будет проповедовать во всех будущих интервью, истинная ценность ретро-шутеров заключается в том, чтобы подарить игроку концепции геймдизайна старой школы под приятным соусом современных благ и нынешнего мышления геймеров. По сути, мы делаем игру для людей, которые на релизе таких проектов, как Doom и Quake, были школьниками или студентами. Мы понимаем, что они уже давно устроились на работу, обзавелись семьями и так далее. Поэтому наверняка они уже давно не играют в игры. Им, скорее всего, не нравятся современные колды, Counter-Strike, Fortnite. Ну, все эти игры, в которые сейчас играет молодежь. Сегодня им, может, по 30 или 40 лет, и они вновь оказались по иную сторону баррикад. У них снова есть свободный кэш, образование они получили, на работе все стабильно, дети подросли, и теперь у них появилось немного личного времени. На что они его потратят? На игры. А какие игры им нравятся? Ну, что-то типа Quake. А где вообще сейчас такие игры, как Quake? Они думают, когда я был ребенком, все играли в Quake, Duke Nukem, сейчас есть только Fortnite. И вот сейчас, в этот самый день, у этой аудитории появились игры, в которые они могут играть. Теперь у них есть Wrath, Iron Fury, Dusk и Medieval. А дальше та самая странная история с разработкой Duke Nukem Mass Destruction. После запуска Duke Nukem Forever в 2011 году Gearbox не разочаровалась в этой дойной корове и приступила к разработке еще одной, как сообщается, высокобюджетной игры по Duke Nukem. Но при заключении сделки по публикации игры проект был фактически отменен в феврале 2014, когда издательская компания вышла из проекта исключительно на том основании, что 3D Realms недавно предоставил Шрайберу и его Interceptor Entertainment лицензию на использование интеллектуальной собственности Duke Nukem в Duke Nukem Mass Destruction, ролевой игре с видом сверху.
По этой причине издатели больше не верили, что Gearbox полностью прозрачна в отношении любых юридических соглашений, которые они заключили в 3D Realms, и не хотели рисковать финансовым положением, публикуя игру, которая может и не является собственностью партнера. Понятное дело, что Gearbox на тяге своей горящей жопы полетела в суд, и в начале 2014 года подала иск против 3D Realms, утверждая, что та уже утратила право на Duke Nukem. Вскоре 3D Realms выпустила заявление, в котором допускалась возможность признания этого проступка. 3D Realms на момент 2014 года оказалась полностью раздавленной и уничтожена. Некогда легендарный смелый разработчик и мудрый издатель утратил все свои позиции в новом тысячелетии, разбросал по миру свои франшизы, надеясь, что это вытащит его из ямы, которая с каждым месяцем все больше напоминала выгребную. Однако, в марте 2014 года SDN Invest, которая является холдинговой компанией Interceptor Entertainment, покупает всю 3D Realms, чтобы уменьшить масштаб происходящего юридического бардака и не отдать загибающийся 3D Realms на растерзание коршуном индустрии. И вот с этого момента выгребная яма стала превращаться в яму Лазаря. Они буквально наняли их для создания Duke Nukem, и за это их и засудили. Поэтому во время судебного процесса мы фактически приобрели 3D Realms просто чтобы защитить их. Зачем? Да просто для нас это была очень важная компания. Во времена, когда мы назывались Interceptor, мы были большими фанатами их игр. Я могу сказать, что мы в принципе попали в игровую индустрию только благодаря 3D Realms. И все бы ничего, но после приобретения SDN Invest игра была переименована в Duke Nukem Survivor из-за лазейки в соглашении о покупке активов между 3D Realms и Gearbox, в котором говорилось, что игра под этим названием находится в разработке и будет освобождена от передачи прав. Однако, вот сюрприз, в соглашении на самом деле говорилось, что права на разработку игры под этим названием будут принадлежать вообще не 3D Realms, а какой-то там Machine Works Northwest. Понятное дело, что Gearbox просто охуела от такой дерзости, и потому юридическое давление со стороны Gearbox стремительно росло, и в конечном итоге SDN Invest сдалась. Ну давай, землекоп, заканчивай. Ты что-то очень долго копаешься. Куда торопиться-то? Судебный спор был урегулирован в августе 2015 года, по итогам которого Gearbox подчеркивала, что она по-прежнему является законным владельцем прав на интеллектуальную собственность, связанную с франшизой Duke Nukem. Я считаю, что лучший путь для Duke Nukem – развитие серии через комьюнити. Без комьюнити у Дюка не будет большого будущего. Но на самом-то деле мы рады окончанию судебного процесса, так как у Дюка теперь есть хоть какое-то будущее. Да, оно за Gearbox. Наше же будущее за Bombshell. Над ней мы работали последние 2 года. Поэтому в целом это победа для всех. Победа для фанатов Дюка, победа для фанатов Gearbox. То есть, вы понимаете? Эти в хорошем смысле сумасшедшие люди из Interceptor во главе с Шрайбером, ну так фанатели от Дюка Нюкема, что искали любую бюрократическую зацепку, любую лазейку в соглашениях, крутили всеми как хотели, испытывали терпение по меньшей мере 2 гигантов индустрии, и все лишь для того, чтобы создать еще хотя бы одну игру про Дюка. От фанатов для фанатов. Так, стопы, говорят мне внимательные мальчишки и девчонки. Так, а кто такие SDN Invest? А я вам отвечу. Основатель и председатель SDN Invest – это парень по имени Майк Нильсон. Отец Майка занимался бизнес-партнерством по дистрибуции shareware игр, в том числе и под издательством Apogee, через супермаркеты, бакалейные лавки и продуктовые магазины. И именно эти коробки с играми от компании Euro Power Pack, бизнеса отца Майка Нильсона, затирал до дыр Шрайбер в своем детстве. Поэтому между Шрайбером и Нильсоном теплые отношения. У них разные точки входа в эту историю, но невероятнейшее соприкосновение судеб, которые возможно только в кино. Все переплетено. Йоу. Примерно в это время Шрайбер меняет название Interceptor Entertainment на ту самую Slipgate Ironworks, под которым мы знаем их сейчас. Его добрый друг Майк Нильсон становится CEO 3D Realms, а Фредерик вице-президентом. Теперь весь мир перед ногами Шрайбера.
Независимость, сила бренда, опыт, ресурсы. Но вот в 2016 году выходит переработанный Mass Destruction под новым IP Bombshell. Изометрический шутер про харизматичную даму Шелли Бомб Харрисон, которой предстоит спасти президента США от инопланетных недругов, а XBT Games разносит в пух и прах, заключив, что это унылая игра для отсталых. Но и другие издания не остались в стороне. GameSpot присвоил ей оценку 2 из 10, назвав ее глючной, скучной игрой с одним из худших сценариев, которые вы, вероятно, когда-либо услышите. PC Gamer присудил ей 30%, заявив, что это игра со слабой боевкой и слишком большим количеством багов. Она вообще не стоит ваших кликов. Однако были и иные мнения. IGN оценил игру на 6,9 из 10, заявив, что Bombshell — это динамичный, энергичный, намеренно абсурдный шутер, который в основном компетентен во всем, что пытается сделать. Лео Эспада из Gone with the Wind оценил игру на 6 из 10 и заявил, что Bombshell имеет прочное ядро боевой механики, визуальный дизайн и гениальный саундтрек. Это легкая ролевая игра с небольшой глубиной, в которую можно вонзить зубы. Несмотря на неоднозначную реакцию игроков и рецензентов, мне кажется, что Bombshell — это крайне важный этап для Slapgate и Schreiber в частности. Пройдя через отрицание, гнев, торг и депрессию, ребята наконец нашли в себе принятие, смирились с тем, что Duke Nukem больше не с ними, и потому создали новый мир с новыми историями, где они смогли бы беспрепятственно делать все, что считают нужным, помогать тем, кто просит о помощи, и делает это с уважением. Первым проектом Void Point был Duke Nukem 3D Hail to the King Collection, который представлял собой улучшенный порт Duke Nukem 3D для Android. Анонс состоялся в 2015 году, но к 2016 игра была втихую отменена. Вам это ничего не напоминает? Основателем Void Point является Ричард Голби. С 2004 занимал должность помощника комьюнити-менеджера в 3D Realms. С того же 2004 года и начинает open-source разработку порта Duke Nukem 3D. А в 2009 уходит из 3D Realms, чтобы выступить сооснователем и системным администратором фанатского сайта duke4.net, который вскоре станет самым популярным веб-сайтом по Duke Nukem. Короче, свой сука в доску парень. Ему-то Шрайбер и доверяет сделать новую игру в созданной ими вселенной Bombshell. Ion Fury стала приквелом к первой игре, сохранив общепризнанно самое прекрасное, что было в Bombshell — героиню Шелли Харрисон. И мало того, что игра вернулась к классическому виду от первого лица, так еще и была создана на модифицированной версии движка Кена Сильвермана, том самом движке, на котором был сделан Duke Nukem 3D. И уже в августе 2019 года прогремел релиз. Игра упала в теплое объятие сотен тысяч игроков. IGN дал игре оценку 7,5 из 10, заявив, что это настоящая ретроспектива по Duke Nukem 3D, который безусловно восхваляет короля, но не свергает его. Game Informer назвал проект всем, чего я хотел от нового взгляда на аркадные шутеры 90-х. Идеальное перемещение, разнообразие врагов, креативный арсенал и фантастический дизайн уровней. Все это вместе взято в превосходной сюжетной кампании. А в то же самое время, параллельно с одним ретрофанатом Голби, трудился и другой ретрофанат, Дэйв Ошри. Дэйв — это настоящий человек-оркестр. В 2013 году он выступит сразу и главным режиссером, и маркетинг-специалистом, и специалистом по связи с общественностью, и даже озвучит несколько персонажей в общем с Шрайбером проекте Rise of the Triad. Неудивительно, что после такой бесстрашной авантюры у Дэйва открывается своя студия разработчика и издателя ретро-шутанов, которая в мгновение ока обуздает эту волну. Dusk, Emmet Evil, Ultra Kill, Gloomwood. Все это New Blood Interactive. RAF начиналась как независимый проект Джереми Фокса. Открыв для себя сообщество модеров Quake, он увидел потенциал использования open source инструментов разработки движка Quake от ID Software для создания новой игры. RAF была задумана как игра, которая во многом опирается на боевую систему Doom, интерактивность Duke Nukem 3D, пространственное восприятие Quake и более мрачную атмосферу Hexen. Проект сформировался как современная игра, созданная с использованием ретро-технологий, а потому спустя несколько лет разработки Фокса привлекла 3D Realms после просмотра трейлера Ion Fury, который он посчитал ближайшим конкурентом своего проекта.
В конце концов, Fox опубликовал короткое видео прототипа оружия, которое привлекло внимание Шрайбера. Наш состоявшийся крестный папа ретро-шутанов связался с Фоксом и пригласил его на работу, чтобы продолжить разработку RAF с профессиональной командой. Уже прошло 6 лет с момента зарождения идеи, и я думаю, что для Джереми это невероятный опыт. Ну, наконец-то увидеть, как эта идея воплощается в жизнь, и иметь возможность почувствовать результат своей работы. Да, выглядит просто изумительно. Джереми, а расскажи, с чего все началось? Как ты до этого дошел? О, это долгая история. По сути, это была игра моей мечты, которой не существовало. Я начал учиться геймдеву, подкопил денег, связался с программистами, сделал прототип, потом встретил Фреда, тот предложил помощь, и я подумал, что это идеальное предложение. Поэтому мы объединились. Разработка RAF на уже во многом устаревшем инструментарии движка Quake представляла для компании определенную проблему. Современным разработчикам игр обычно не хватает опыта работы с такими инструментами, и чтобы восполнить этот пробел в навыках, 3D Realms привлекли к работе сообщество модеров Quake. Итак, RAF — это шутер на движке Quake. Его создали те, кого мы называем некромансеры Quake. Это ветераны сообщества Quake, которые создавали невероятные карты, моды, оружие, многое другое на протяжении десятилетий. Мы собрали их вместе, чтобы создать нечто совершенное. Если могу так выразиться, духовного преемника Quake. В игре есть все, что мы любим в шутерах старой школы, но все механики в ней доведены до идеала. RAF релизнулась в ноябре 2019 года, но в рамках раннего доступа, выпуская игру по эпизодам, что в некотором роде напоминало старую добрую модель апогея. Несмотря на факт раннего доступа, игровая пресса откликнулась на релиз и высказала свою похвалу за дизайн уровней и удачно стилизованную ретро-графику. Мы все как будто начали путь из одной точки. Например, Дэйв. Он был фанатом Duke Nukem Reloaded, потом на этапе написания сценария Rise of the Triad он стал нашим инвестором. У него было немного свободных денег, и он инвестировал в нас. Именно так Дэйв стал частью одного большого дела, которым мы занимаемся. Reloaded была первой игрой, над которой работали Леон и Саймон, которые затем создали Medieval. По сути, Reloaded перевоплотился во множество других разработок нашей студии. После неплохого запуска RAF, Slipgate участвовала в разработке довольно успешный Ghost Runner, который увидела свет в 2020 году. Но вот со следующим проектом Шрайбер прогадал. Игра Graven, разрабатываемая собственными силами Slipgate, старалась сочетать в себе ретро-стилек, шутер, элементы RPG, темная фэнтези и головоломки. Graven — это путешествие в свободной форме по 3 обширным регионам, где игрок встретит как опасных врагов, так и дружелюбных горожан. Различные подсказки, квесты и улучшения можно получить от NPC. Большое разнообразие оружия и заклинаний, каждый из которых улучшается у кузнецов и алхимиков, а по моей реферальной ссылке в описании... Шутка. На бумаге... Короче, Graven — это крутой оригинальный микс, но проект получил смешанные отзывы при выходе в ранний доступ в мае 2021. Игроки в Steam пишут о том, что желание Slipgate не вести игрока за ручку доходит до дискомфортного маразма, выбивая тебя из всего процесса несправедливыми тупниками. Что, выпустив игру в раннем доступе и наобещав по дорожной карте регулярные апдейты, студия выдерживала радиомолчание по этой теме целый год, чтобы потом объявиться и опубликовать новую дорожную карту. Некоторые из игроков-рецензентов даже утверждают, что делали баг-репорты по игре прямиком в дискорде разработчиков, но получали за это баны. Сомнительный тейк. Но окей, просто вбросим этот камень в созданный мной святой образ Фредерика Шрайбера. А дальше что-то такое, знаете, обыденное для мира, но совершенно нетипичное и неожиданное для наших ребят, для Шрайбера, для Нильсона. Знаменитая Embracer Group в феврале 2020 года приобретает Saber Interactive. А в 2021-м Saber в рамках стратегии своей мамочки по приобретению активов с привлечением $900 миллионов покупает 3D Realms и Slipgate Ironworks. В рамках сделки компанию покинет ее CEO Майк Нильсон,
а его место занимает нынешний вице-президент Фредерик Шрайбер. Незадолго до всех этих мрачников с многомиллионными сделками, в этом же году старичок Скотт Миллер покинул 3D Realms, возможно, зная о предстоящих событиях. С собой он забрал важную часть своей жизни – права на бренд Apogee, чтобы вскоре перезапустить его под названием Apogee Entertainment. В январе 2022 года в блоге веб-сайта Apogee Entertainment Скотт Миллер публикует пост с весьма жесткими тезисами, которые, если все это не является утвержденным договорником, наверняка горько откликнулись в Шрайбере. Итак, теперь я больше не работаю в датской группе, а люди, управляющие новыми 3D Realms, в настоящее время не имеют никакого отношения к прошлой истории Apogee. Вы не найдете их имени ни в каких титрах игр 90-х или 2000-х, и они не имели никакого отношения к созданию или выпуску ни одной из этих классических популярных игр. Конечно, этот новый 3D Realms по-прежнему претендует на связь со старыми хитами, потому что эти старые хиты имеют большое влияние. Но реальность такова, что только Apogee может с полным основанием утверждать, что мы были причастны ко всем популярным играм прошлого. И это потому, что я был главным разработчиком как Apogee, так и 3D Realms, подписывал контракты и финансировал каждую игру, а также участвовал в их совместной разработке. У 3D Realms больше нет никакой связи с прошлым, кроме названия. И все же, в какой бы ситуации ни находился Шрайбер, попутный ветер благоволит ему. В качестве директора по управлению компанией 3D Realms нанимает человека из Devolver'ов, Джастина Бёрнама, а далее следует великое сплочение ретро-девелоперов. В октябре 2023 года в сотрудничестве с Void Point ребята публикуют Ion Fury Aftershock, привносящий гору нового контента. А следом этого же месяца публикуют в раннем доступе Rip Out, хоррор-шутер с живыми инопланетными пушками в сотрудничестве с Pet Project Games. В ноябре опубликуют The Kingdom and Remedy, тайм-менеджер про зэков-смертников, над которыми предстоит ставить медицинские опыты в сотрудничестве с Troglodyte Games. И в декабре опубликуют Kingpin Reloaded, ремастер культового шутера уже от своих Slipgate Ironworks в сотрудничестве с Interplay. И все это для того, чтобы в середине декабря 2023 года по меньшей мере половина сотрудников 3D Realms и Slipgate Ironworks была уволена в рамках реструктуризации Embracer Group, что подтверждается словами Скотта Миллера и Майкла Марки, уволенного дизайнера и композитора студии. 14 марта нашего 2024 года появилась новость о том, что Bacon Interactive, который владеет один из основателей Saber, собирается выкупить у Embracer всю Saber Interactive, куда входит как питерское отделение, так и 3D Realms и Slipgate Ironworks за $247 миллионов. И уже 28 марта Embracer завершила продажу Saber. Складывается впечатление, что все привело к каким-то паршивым событиям. К окончательному уходу Скотта Миллера, к уходу Майка Нильсона, к увольнению половины штата сотрудников, к пусканию своих студий по рукам богатых дядь распутных девок. Но, на мой взгляд, то, что происходит сейчас на наших глазах, это повторение спада 3D Realms, который мы в ретроспективе пронаблюдали в 2014 году. Спад, после которого неминуемо, как я надеюсь, на первой космической начнется подъем. Kingpin Reloaded получила удручающие отзывы, и с этим, видимо, уже ничего нельзя было сделать. Но в январе 2024 года ребята вывели из раннего доступа Graven, а в феврале также из раннего доступа наконец вышел RAF, что очень похоже на отданный должок, на совестливое закрытие дверей прошлого, чтобы справиться с дверью в будущее. И знаете, возможно, эта дверь приоткрывается уже сейчас, перед нашими с вами глазами, ведь Шрайбер и Slipgate вновь пускаются в ураганный танец со своей яростной леди Шелли Харрисон в новой части серии Phantom Fury. Блин, ну или нет. Я хз, блин. Снова что-то не получается у них. У меня вообще все классно. Все переплетено. Но надеюсь, что не предопределено. Это было за день до того, как мы фактически-то закрыли компанию. На фото вроде 2008 год. Как помню, собрались в вестибюле, у нас там был большой логотип Duke Nukem. И это был последний день, когда мы вообще находились в компании.
После этого мы закрыли двери 3D Realms и продали права на Duke Nukem компании Gearbox. Потом, помню, в компании числился только Джордж. Ну, до того самого момента, пока не продали ее Майку и Фреду в Дании. У нас в компании есть философия. Лучшая идея побеждает. Например, Phantom Fury и Tempest Rising — это два проекта, о которых я мечтаю с раннего детства. Но почему мы выбрали визуальную эстетику поздних 90-х? Да просто, чтобы не тратить на разработку игры 5 лет. Мы сейчас создаем одну мультивселенную, в которой разворачиваются события наших игр. Iron Fury, Phantom Fury, Tempest Rising, а на подходе еще другие игры. И все они будут разворачиваться в одной вселенной. Признаться, я на 100% уверен, что это твоя детская мечта. Все это твоя мечта, и сейчас она приближается к своей непосредственной реализации. Но потом я взглянул на развитие компании и на то, что вы, ребята, делаете, и понял, что это далеко не конец. Я вижу внутри тебя ребенка, который вырос и радуется тому, что ему предстоит сделать теперь. И это просто безумие какое-то. Я вижу, что в 3D Realms грядут удивительные перемены. Я вижу, что 3D Realms — это именно то, что нужно миру сегодня. Я просто хочу, чтобы ты знал, мне, как зрителю, очень интересно наблюдать за этим зрелищем и участвовать в этом грандиозном празднике жизни. So I will say goodbye to you. You go catch your plane. Thank you very much for just your commentary on it. На этом кончается мой сценарий. Но я хочу добавить пару слов. Я, наверное, отдаю себе отчет в том, что тот образ Шрайбера, который сложился у меня после изучения всего этого материала и создания этого видеоролика, скорее всего, является ложным. Но я считаю, что этот образ, он создал очень красивого персонажа. Персонажа, который способен увести вас за собой, способен помочь вам дать импульс к вашей мечте, произвести такое впечатление, после которого вы уже не сможете стоять в стороне, вы захотите рвать и метать, идти напролом, надеяться на удачу, делать все то, что делала моя авторская версия Шрайбера, датского фаната Duke Nukem 3D, который выиграл в этой игре под названием «Жизнь». А впереди еще сколько, новых игр плюс у него еще вся жизнь впереди. И я надеюсь, что у нас тоже еще много новых игр плюс. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, и все примем к сведению. Я вас прошу, будьте людьми, держите удар и продолжайте расти. И еще услышимся.